Здравствуйте! Я продолжаю серию своих роликов о самолетах на банкнотах различных стран мира. И сегодня я хотел бы поговорить о банкноте Судана 70-х годов номиналом 10 фунтов. Это единственная банкнота этой страны с изображением самолета. И у меня в руках самый простой, последний из трех ее вариантов. Номер по пику, который 15C, 80-го года выпуска. При этом по пику есть еще два варианта, которые отличаются водяным знаком. На варианте 15A там голова носорога, а не герб, как здесь, и датами выпуска. В остальном, с точки зрения дизайна, банкноты ничем друг от друга не отличаются. Принтер всех вариантов этой банкноты британский Томас Деларю. По размеру, как видно, банкнота достаточно большая, и надо отметить, что это был самый высокий номинал в линейке банкнот Судана 70-х годов. Можно также сказать, что линейка этих банкнот, которые относятся эти 10 фунтов, выпускалась до конца 70-го до конца 80-го года. То есть с 1 января 81 года в стране была выпущена уже обновленная новая линейка банкнот. И получается, что вот именно эта позиция 10 фунтов 80-го года выпускалась меньше года. Ну, на самом деле она, как самый последний выпуск, самая дешевая из всех трех. На лицевой стороне у нас здесь изображено здание Банка Судана. На оборотной очень красивое, со множеством подробно изображенных элементов, мелких деталей, панорама порта, порт Судана, главного порта страны, который находится расположен на Красном море. И вот здесь вот над портом мы видим изображение пролетающего самолета. В целом, конечно, можно описать эту картинку как очередное изображение транспортной темы на банкноте, но здесь оно оформлено в виде законченного сюжета с изображением панорамы порта, а не просто как коллаж из различных видов транспорта, как это очень часто бывает. Кроме того, как видите, что можно еще отметить, что здесь это один из очень немногих случаев, когда изображено не 3, а целых 4 вида транспорта. Здесь у нас и морские суда, и автомобили, и железнодорожный транспорт, ну и, собственно, конечно, самолет. И, конечно, как это очень часто бывает, самолет изображен очень схематично. Художник практически не оставил нам никаких зацепок для того, чтобы можно было идентифицировать его тип. Можно только предполагать, ну я, собственно, что я и сделаю. В очередной раз я предположу, что, во-первых, художник брал за основу изображение какого-то реального летательного аппарата. Во-вторых, что самолет, изображенный здесь, имеет какое-то отношение к стране-эмитенту этого денежного знака, то есть к Судану. Итак, что мы здесь видим? К сожалению, действительно изображение очень схематичное. И из очевидных моментов можно отметить только то, что это, скорее всего, низкоплан с 4 двигателями. Так вот покажу. С 4 двигателями, причем двигатель на самом деле изображен очень схематично, и с очень характерной формой хвостового оперения, киля и вот горизонтальных стабилизаторов. Конечно, надо предположить, что это пассажирский самолет. На таких изображениях действительно обычно рисуют пассажирские лайнеры. Согласитесь, странно было бы здесь увидеть какой-нибудь бомбардировщик на такой мирной картинке. И хотел бы также обратить ваше внимание на вот эти штрихи позади самолета, инверсионный след, или я не знаю, что здесь художник, может быть, просто хотел скорость передать таким образом. Но тем не менее вот эти вот штрихи тоже добавляют к картине какой-то целостности. Ну и, собственно, исходя из того, что у самолета явно не изображены винты, я бы предположил, что это четырехмоторный реактивный, именно реактивный самолет, пассажирский лайнер. Тем более, что тип такого самолета на момент создания проекта дизайна этой банкноты был в парке национального авиаперевозчика Судана, Sudan Airways. И что очень важно, у него было очень похоже на изображенное здесь хвостовое оперение. Конечно, я говорю о первом в мире реактивном пассажирском самолете de Havilland DH-106 «Комета». Именно, конечно, о его модификации, самая распространенная «Комета 4C». Действительно, национальная авиакомпания Sudan Airways эксплуатировала две такие машины. Вот их регистрационные и серийные номера. Эксплуатировала их на протяжении более чем 10 лет.
период с 62 по 72 год, что по времени как раз совпадает с периодом разработки дизайна этой банкноты. Напомню, что банкнота именно с этим дизайном впервые была выпущена в 70-м году, а машины, повторюсь, эксплуатировались с 62 по 72 год. Вот несколько фотографий обеих этих машин, как на земле, так и в воздухе. Также отмечу, что сама авиакомпания Sudan Airways, национальный авиаперевозчик, это одна из старейших авиакомпаний на африканском континенте. Она была основана в 1946 году и существует и по настоящее время. Вместе с тем я, конечно, вижу, и сам для себя в первую очередь, вижу контраргументы против моего предположения, что здесь изображена именно комета 4C. В частности, конечно, передняя кромка крыла на рисунке не с такой стреловидностью, как должна быть. И кроме того, здесь нет очень характерных именно для модификации 4C топливных баков на крыльях. Но на самом деле мы не знаем, какую именно фотографию и какой именно модификации кометы брал за основу художник. Там было достаточно много модификаций этого самолета. Ну, у него на самом деле большая и сложная история, интересная. Это не тема ролика, конечно. Ну так вот, мы не знаем, какое именно изображение было взято за основу этой картинки. И если предположить, что за основу была взята картина, там, фотография с видом сбоку, где крыла вообще не видно, художник здесь для этого изображения немного изменил ракурс и нарисовал какое-то абстрактное крыло произвольной формы. Ну, это мои предположения. Зато, пожалуйста, обратите внимание на хвостовое оперение. Повторюсь, оно здесь, по моему мнению, изображено очень достоверно, очень похоже, как оно должно быть на комете. И кроме того, если попробовать сравнить изображение киля самолета на банкноте с тем, какие изображения были на килях самолетов авиакомпании в разные годы, мы увидим, что всего было 4 варианта раскраски ливреи. Вот они с названием авиакомпании, с логотипом авиакомпании. Логотип у них такая стилизованная птица с пирамидой и с лучами солнца. Был флаг Судана и был логотип авиакомпании уже в овале. И обратите внимание, что в каждом случае верхняя кромка киля была окрашена в темный цвет, в черный, именно ровно так же, как это изображено здесь вот на банкноте. Ну и, собственно, несколько штрихов на киле тоже можно как-то пытаться идентифицировать как логотип авиакомпании. Хотя, конечно, это очень дискуссионный вопрос, я понимаю. Зато в целом этот стремительный облик первого в мире реактивного пассажирского лайнера, британской кометы, если это, конечно, именно он, передан художником здесь на этой банкноте отлично. Спасибо, увидимся.